Приветствую вас! С вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». Сегодня мы будем говорить о теме, которая волнует, практически всех женщин, особенно когда они начинают встречаться с мужчиной. Вопрос, как он ко мне относится, на каком я у него месте, кто я для него, я вообще для него значу что-нибудь или я для него пустое место. И начинается обсуждение с подружками, начинается гадание на кофейной гуще, начинается придумывание сказок. На самом деле все очень просто. Определить, на каком вы месте у мужчины, достаточно легко. Если включить свои волшебные ушки, расставить их как локаторы и начинать просто прислушиваться к тому, что говорит мужчина. К сути ваших разговоров, к тому, как он позиционирует себя в этих разговорах. И вы все быстро поймете. Потому что есть несколько уровней, как выстраивается степень приближения мужчины, он приближает к себе женщину. Вообще вы сразу по его разговорам поймете, вам вообще место в его, рядом с ним, в его сознании оно есть или нету, есть ли вы у него в сердце или нету. Как это происходит? Когда люди мало знакомы или когда они друг для друга практически ничего не значат, все разговоры сводятся к каким-то нейтральным темам. Погода, природа, какие-нибудь там события обсуждаются, планы на ближайшее будущее, такие вот, а ты куда поедешь, а я куда собираюсь. То есть они ничего такого, то есть нейтральные темы, они вроде как поговорили ни о чем. Вон птички поют, солнышко светит, такое вот все, лабуда лабудой. Это первый круг общения, это вы, вы никто, совсем никто. Следующий уровень общения с мужчиной, это когда мужчина, в принципе, так вас немножко заприметил, хотел бы приблизить, но он еще не решил, что с вами делать. И он начинает распушивать свой хвост. Я, у меня, мне, мною. То есть вот это вот все превалирует в разговоре. Он, как павлин, красуется перед вами, пытается произвести впечатление перед вами, перед собой, еще перед фиг знает кем. Не принципиально. Он хочет закрасоваться. Он хочет, чтобы на него обратили внимание. Это второй уровень. На этом уровне вы тоже для него, к сожалению, ничего не значите. Следующий уровень это уровень, когда мужчина вас начинает уже приближать немножко, он начинает вас посвящать в какие-то детали. То есть он рассказывает вам не просто я, мне, у меня, а он начинает рассказывать я и мои друзья, я и мои близкие. То есть он начинает вам приоткрывать двери в свой собственный мир. Он начинает вас посвящать в свои тайны. Это не такие сердечные тайны, которые там за 7 печатями, которые нельзя никому рассказывать. Но это уже информация, по которой вы можете сложить себе мнение, впечатление о том, что он из себя представляет как человек и вообще хотите ли вы в его мире себе отвоевать маленький кусочек места. Вот на этом уровне уже он вам показывает, что где-то он так готов вам там где-нибудь найти место, но вы для себя определитесь, вы можете туда вписаться или нет. Это очень важный момент. Я дальше расскажу, как можно всем этим варьирует, но пока вот запоминайте, да, первый круг, давайте вот повторим. Первый круг это когда у вас по разговору ни о чем, о природе, о погоде, о книжках, о киношках и больше ни о чем. Второй это когда мужчина перед вами распушивается я, мне, меня. Второй, когда он вам начинает уже рассказывать о том, что присутствует в его жизни, о своих друзьях, родственниках. Это какие-то мелкие истории, приятели, знакомые, неважно, все, что входит в его мир, все, с чем он живет, все, что его цепляет эмоционально, он начинает с вами этим делиться. Следующая ступенька, он приоткрыл, то есть на предыдущей ступеньке он вам приоткрыл дверцу, а следующая ступенечка, это он начинает в разговоре иногда упоминать мы. Вот, мы бы с вами могли сходить погулять, или мы с тобой могли бы пойти пообедать, или хочешь, мы можем пойти сходить куда-то, или я могу подвезти тебя, то есть мы с тобой вместе можем что-то сделать, но это недалеко идущие планы, это что-то, что можно решить достаточно быстро, не влечет за собой никаких обязательств, не влечет за собой никакой другой смысловой нагрузки, это вот что-то можем сделать вместе, и это уже я бы вам сказала, что это такой хороший колокольчик, который возвещает о том, что мужчина, в принципе, отметил вам как объект интересный, и он не только вам приоткрыл дверь в свой мир, а он уже впустил вас, но он еще не готов к близости, то есть он еще раздумывает о близости, он уже вам разрешил войти, но еще до конца он не решил, где ваш стульчик, за которым, или трон, на котором вы будете сидеть. И что происходит дальше?
Дальше начинается самое интересное. Следующая ступень, она такая самая значимая, самая такая веская. Это когда в разговоре у мужчины появляется «мы», объединяющие вас и его, но это уже не просто «мы можем сходить в кино» или «не можем сходить в кино», или «мы читали такую-то книжку», каждый поодиночке. А это нечто другое. Это «мы», наполненное каким-то смыслом, общими воспоминаниями, общими планами на будущее. Мы планируем вместе поехать через полгода в отпуск куда-то, или мы планируем купить новую квартиру, или мы планируем обзавестись детьми через там 2-3 года, или наоборот, мы планируем, что вот воспитание ее ребенка стоит сделать вот так, и поэтому мы планируем отдать его в такую-то школу. То есть это есть подтекст, который вас, во-первых, объединяет в глазах окружающих, то есть все понимают, что вы, мы, это он и вы, как нечто целое, то есть вы заключены в какой-то круг. То есть у вас есть свое пространство, где вот у вас есть свои секретики. И вот это вам дает понять, на каком уровне вы находитесь для мужчины. Что для вас это дает? Вот я сейчас рассказала вам эти уровни, что для, возникает вопрос, что мне может это дать? А может дать вам это следующее. Во-первых, вы можете наблюдать за тем, как меняется отношение к вам в темах, разговорах, в поведении мужчины, и как это говорит о том, насколько он приближается или отдаляется от вас, потому что может идти сближение, а может точно так же идти отдаление. Следующий момент, если вы знаете об этих уровнях, вы можете управлять этими уровнями. Возникает вопрос, как же мне управлять этими уровнями? Очень легко, только не надо спешить, потому что, опять же, вот еще вам такой сигнал, если мужчина сам начинает быстренько штурмовать эти уровни и скакать по ним для того, чтобы вас приблизить поближе, сблизиться с вами, будьте осторожны, потому что так обычно делают манипуляторы и пикаперы. Потому что им надо создать иллюзию близости, иллюзию общности, для того, чтобы можно было вами вертеть, как захотели. Обычный мужчина, который хочет строить длительные отношения, он такого делать не будет. И как можно этим управлять? Вы можете задавать ему вопросы. А что твои коллеги? Расскажи мне о них. А что твои родственники? А чем ты занимался с родственниками в выходные? Я слышала, что ты в прошлые выходные собирался ездить. И он вынужден будет вам давать информацию, пускать вас, отвечая на свой следующий вопрос, пускать вас на следующую ступенечку. И когда у вас уже будет информация, у вас уже может даже вот этот ступенька, мостик, ваше общее «мы» может появиться благодаря чему? А помнишь, ты мне рассказывал про своего друга? Ха-ха-ха, он поступал вот так. И у вас это «мы» общее появляется. Фактически между вами может не быть еще физической близости. Но зато между вами уже появляется вот эта эмоциональная близость, где вы знаете секретики друг друга. И вы можете этим управлять. То есть у мужчины создается впечатление, что вы уже, в доску своя. То есть вот такая вот простая, казалось бы, штука, прислушиваться внимательно к тому, что говорит мужчина, и можно легко узнать. А другие женщины вокруг вас будут ходить и страдать. Боже мой, как же я к нему, как он ко мне относится? Боже мой, есть ли у него какие-то планы насчет меня в будущем? А вы сможете теперь, благодаря вот этим знаниям, просто четко и понятно всегда для себя определить, какое место вы занимаете в жизни у этого мужчины, насколько вы близки к его сердцу и насколько вы дороги его вниманию. Вот такая вот простая, казалось бы, штука, но она очень здорово снимает напряжение у женщин. Пользуйтесь этим, пожалуйста, себе во благо. Понравилось вам видео? Делитесь им обязательно со своими подругами. Жмите лайки, подписывайтесь на наш канал, узнавайте первыми новости, которые получаются на нашем канале. Кстати, здесь под этим видео прямо есть ссылочка на наш сайт, на подписную страницу. Подпишитесь на нее, и вы будете первыми получать рассылку нашего сайта. Там есть очень много бесплатных материалов, полезных женщинам, которые помогают не только строить счастливые отношения с мужчинами, но и вообще быть счастливее и успешнее в жизни. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я», и пока-пока, до встречи в новых видео.